Приветствую вас, друзья, на моем инженерном канале. Работы по реактивному мотоциклу движутся по плану, но сейчас разгар лета, птички летают, бабочки болтаются, и поэтому я решил затронуть немного другую тему. Поехали! Все началось с того, что у меня появилась возможность брать у родственников на прокат большую надувную лодку. Вообще, я большой любитель путешествий, и как-то раз мы с братом на этой лодке даже сплавлялись по реке Белая, по Башкирии. И хочу сказать, что все было прекрасно в этом путешествии, но через 6 дней мы просто замучились грести веслами. Это, в общем-то, единственный момент, который, серьезно начал нас напрягать. Вот тут-то мне в голову и пришла идея эту лодку немножечко модернизировать. А конкретно поставить на нее какой-нибудь двигатель. Вообще, конечно, многие идут по этому пути, и главный вопрос, который возникает в этом деле, какой двигатель выбрать, какая мощность, что означает и все остальное. И в этом деле всем приходится разбираться. Я тоже во всем разобрался и хочу поделиться с вами своим опытом. Что касается вообще электрических двигателей, все их считают слабыми, хватает их ненадолго. Но лично моя философия такая. Я люблю путешествия. Путешествия на природе, в тишине. И, разумеется, вонь масла, бензина и шум поршневого двигателя здесь будут только мешать. Поэтому с самого начала я рассматривал только электрический двигатель. С Китая мне пришел вот такой вот двигатель. На нем написано 65 ЛБС. Это как бы его сила. В паспорте написано, что у него 780 Вт мощности, максимальный ток 60 ампер и напряжение питания 12 вольт. Мне было очень интересно посмотреть, что он вообще из себя представляет и на что способен. И тут очень важно сразу затронуть тему с аккумулятором. Вообще для таких лодочных двигателей лучше использовать специальные аккумуляторы. Литий-феррум-фосфатные. Они называются литий-феррум-По4. Это специализированные аккумуляторы, и у них есть целый ряд преимуществ. Во-первых, они выдерживают глубокие разряды, чего нельзя сказать про автомобильные свинцовые аккумуляторы. Во-вторых, они крайне живучие и выдерживают большое количество циклов заряд-разряд. Поэтому их постоянно используют в паре с солнечными батареями или ветряными генераторами. Ну а в-третьих, этот аккумулятор будет почти вдвое легче, чем автомобильный свинцовый аккумулятор. Но есть и небольшой недостаток. Они стоят почти в 4 раза дороже свинцовых. Я пока не стал сильно заморачиваться, и поэтому буду использовать просто аккумуляторы из своей машины. Сразу хочу сказать, что если вы, как и я, будете использовать свинцовый аккумулятор, главное следите, чтобы он не разряжался до напряжения ниже 10 вольт. Иначе там пластина осыпется, и вы его просто выкинете. Ведь лодочный двигатель может разрядить его просто в ноль. Ну что ж, давайте уже прокатимся на этой лодке и посмотрим, что из себя представляет этот двигатель. Что вообще есть 65 ЛБС. Ну вот, друзья, собственно, я уже и плыву на этой лодке с мотором. Обратите внимание, что практически вообще никакого шума нет. Точнее, двигатель вообще не слышно. Сейчас вот я покажу. Вот смотрите, мы уже идем. На первой, правда, передаче. Сейчас давайте прибавим. Третья передача. Врубаем пятую. Вы слышите? Вообще не слышно двигателя. Есть только шум воды, а движок просто молчит. И, как вы видите, 65 ЛБС – это довольно-таки не слабая такая сила. Вот, посмотрите, какая скорость на 4-й передаче. Это, не обращайте внимания, это у меня якорь. Я потом его сброшу, чтобы никуда не прибивало, чтобы нормально все поснимать. Даже на первой передаче этому двигателю хватает, чтобы двигаться против, относительно сильного ветра. Сейчас я включу максимальную скорость, и давайте посмотрим, что она из себя представляет. Вот мы видим то, что от лодки прям во все стороны идут буруны. И хочу сказать, что даже идут брызги спереди, аж меня забрызгивает. Вот это максимальная 5-я передача, полная мощность двигателя. Как мы видим, двигатель создает довольно-таки сильные такие буруны. Это говорит о том, что много все-таки энергии, 700 Вт. Так, ладно, этого озера довольно-таки мало, чтобы хорошо все рассказать и показать, поэтому сейчас я брошу якорь, чтобы с вами нормально пообщаться.
Ну вот, все, лодка на якоре, теперь я хочу немного рассказать про двигатель. Вообще, изначально я тоже довольно-таки скептически относился к электрическому двигателю. Все говорят слабо. Я смотрел в ютубе разных рыбаков, которые тестировали разные двигатели. И, в общем, для маленькой лодки, даже небольшого электрического двигателя, за глаза хватит. Если вы, конечно, не хотите идти на этом в океан. Для небольших озер, для небольших речек, даже небольшой электрический двигатель уже серьезная сила. Что касательно этого двигателя, я по-разному поплавал, тут походил на разных передачах. В общем, из 5 передач максимально веслами я мог грести со скоростью приблизительно 2-й передачи, всего лишь навсего. Параметры следующие. Я замерил ток, который потребляет этот двигатель. По паспорту написано 60 ампер его можно загружать. Ну, видимо, у меня довольно-таки маленький винтик стоит, он загружается всего лишь на 40 ампер. То есть можно заказать к нему винт побольше, ну, с более большими лопастями, чтобы даже еще немного его загрузить. Но даже с этим винтом на 5-й передаче он разгоняет лодку так, что спереди идут волны и брызги аж до меня долетают. Скорость я мерил по GPS максимально 5-6 км в час, в зависимости от ветра. Но хочу сказать, что веслами я упирался, греб не зная как, и разогнался всего лишь до 4 км в час. Дальше по аккумулятору. Этот аккумулятор 65 ампер-часов емкости, и его мне хватило на 6-7 километров. Но для небольших прогулок этого вполне достаточно, даже простого автомобильного кислотного аккумулятора. Самое главное следить за напряжением. Кстати, про напряжение. Вот хорошо, что на этом двигателе здесь есть шкала. Она от 1 до 10. Подсоединял вольтметр, посмотрел, что здесь что значит. Ячейка 10, это значит 13,5 вольт и выше. 1 это как раз 10 вольт, те самые злополучные 10 вольт, ниже которых разряжать нельзя. И вот эта шкала плавненько как раз под кислотный аккумулятор в принципе подходит. То есть можно, глядя на нее, смотреть, когда хватит уже эксплуатировать, пора останавливаться. Главная моя цель – это путешествие на природе, в спокойствии, мире. И этот двигатель выполняет все условия. Он тихий, не воняет бензином. И хочу сказать, он стоит раза в 4 дешевле, чем аналоги, ну, вот эти вот поршневые бензиновые двигатели. То есть это дешевый, удобный вариант. Вот для моего случая он подходит ну просто идеально. Сразу такая небольшая заметочка для рыбаков, кто хочет пойти по этому пути, по этому варианту. Вообще на аккумуляторе удобно сидеть, как на стульчике. То есть можно разместить его здесь, и для небольших прогулок я именно так и делал. Но основная моя цель – это, конечно, пойти с этим оборудованием в далекое какое-нибудь путешествие. И поэтому вот этот ящик, ну, сделайте, не пожалеете. Он очень удобен тем, что, опять же, на нем можно сидеть довольно-таки высоко. Я пробовал, это очень удобно. К аккумулятору все равно есть в любой момент доступ. Там еще может располагаться всякое барахло. И самое главное, что у вас остается пространство в лодке. То есть аккумулятор не занимает никакого вообще пространства внутри лодки. Такой ящик удобнее всего сделать из фанеры. Я считаю, что это один из самых прочных, легких, при этом дешевых материалов. А чтобы этот ящик сделать герметичным, ну и добавить ему дополнительную прочность, я покрыл его одним слоем стекловолокна с эпоксидкой. Ну и потом еще несколькими слоями краски. Размеры коробки я выбрал заведомо больше, чем размеры аккумулятора, чтобы там можно было разместить всякие провода, инструменты, ну и всякую всячину. Еще немного о двигателе. Здесь сделана очень удобная штука. Можно рулить двигателем, и есть специальная такая рулька, чтобы его расслаблять. То есть можно поставить его в воду, вот так вот, закрепить, чтобы он не рулился сам, включить двигатель и просто уйти вперед, рыбачить или там пить чай, я не знаю. Это что-то вроде автопилота. Странно, но это чрезвычайно удобная штука. Еще что интересное, я сразу этого не знал, но оказывается здесь выдвигается румпель. Это очень удобно, когда ты сидишь здесь, ты можешь его сделать коротким. И если ты его выдвинешь, ты можешь прям с лавки, с носа дотягиваться и им управлять. Короче, очень удобная штука, мне понравилась. Вообще, конечно, я мечтаю себе приобрести этот литий-феррум-фосфатный аккумулятор. Я уже выбрал просто на Алиэкспрессе один аккумулятор, который мне очень хорошо подойдет. И вы только вслушайтесь, какие параметры. Сравним его с этим кислотником. Это 14 килограмм, тот аккумулятор весит 9,5 килограмм. Здесь емкость батареи 65 ампер-часов, а у того 120 ампер-часов.
И если считать, что он еще более живучий, на дольше его хватит, то, конечно, параметры очевидны. Плюс еще для лодки очень важен вес. 14-килограммовый и 9-килограммовый. Все-таки, согласитесь, большая разница. Поэтому, я думаю, все-таки я буду себе заказывать такой вот аккумулятор. Ну так ладно, с двигателем и аккумулятором разобрались. И теперь я хочу вернуться к своей главной цели. А главная цель является дальнее путешествие на этой лодке. Понятное дело, что когда у вас бензиновый двигатель, вы можете взять с собой несколько фляжек с бензином, маслом, там что требуется, и пройти довольно-таки внушительное расстояние. А что сделать с электрическим двигателем? Понятное дело, что 5 километров для дальнего путешествия будет как-то маловато. И если вы пойдете на большое расстояние, то практически все свое путешествие вы будете это оборудование возить, ну просто, так скажем, балластом. И тут напрашивается самое простое решение. Это, конечно же, солнечные батареи. Я с самого начала задумал именно так сделать, чтобы плыть далеко и вообще не париться, потому что у тебя сядет аккумулятор, батарея, и придется это таскать. На веслах грести остальные десятки километров, просто не хочется, когда ты везешь с собой двигатель и аккумулятор. Поэтому и пришла идея поставить солнечные батареи. Давайте разберем эту тему, посмотрим, насколько это вообще реально, эффективно и как это вообще работает. Солнечные панели для 12-вольтового двигателя следует соединить параллельно, чтобы достичь максимальных токов. И по идее, солнечные батареи можно присоединить сразу к двигателю. Но максимальные мощности двигателя так получить вряд ли получится. Кроме того, если зайдут облачка или наступит ночь, двигатель остановится. Чтобы этого избежать, потребуется аккумулятор, а также специальный модуль, который будет перераспределять энергию и защищать аккумулятор от перезаряда. Когда двигатель не работает, солнечная батарея заряжает аккумулятор, причем даже в пасмурную погоду. Если двигатель идет на малом ходу, солнечная батарея запитывает двигатель и заодно одновременно заряжает аккумулятор. Если двигатель выведен на полную мощность, солнечная батарея по-прежнему запитывает ее, но ее мощности недостаточно. И тут на помощь приходит аккумулятор, который компенсирует эту нехватку. Ну а если наступила ночь, то вся энергия полностью берется из аккумулятора. Я заказал у китайцев 3 вот такие вот солнечные панели. Мощность каждой по описанию 100 Вт. То есть 3 солнечные панели, по идее, нам должны дать 300 Вт. Для солнечных панелей такого размера это, конечно, очень хорошие параметры. Но давайте посмотрим, что они умеют в реальности. Тут вообще, конечно, я сразу должен говорить, что все очень сильно зависит от солнца. То есть мощность тем больше, чем выше солнце над вами. И, разумеется, самая большая мощность будет в полдень. Но это еще не все. Чем вы находитесь ближе к экватору, тем мощность будет больше. Понятное дело, что на Северном полюсе или где-нибудь на севере мощность будет намного меньше. Итак, чтобы правильно понять и оценить мощность солнечных батарей и что они из себя представляют, я должен сразу оговорить, что я нахожусь на широте Самарской области и испытания я провожу приблизительно в час дня. Так, смотрим, что тут у нас. Напряжение 19 вольт. Теперь я закорачиваю солнечную батарею, чтобы померить ее максимальный ток. И ток 5 с небольшим ампера. Вообще в паспорте на эту солнечную панель написано, что она может давать более 6 ампер. Но реальность такова, что она этот ток, скорее всего, сможет дать, скажем так, где-нибудь в Африке, либо в открытом космосе. В моей широте даже летом в полдень она максимум дает в районе 5 ампер. Ну что ж, я считаю, все равно это очень хороший параметр. То есть 3 панели способны дать ток в 15 ампер. Следующим этапом солнечные батареи нужно как-то разместить на этой лодке. Понятное дело, мы не будем их держать в руках. И, как я уже говорил ранее, с братом мы ходили в подобное путешествие. Было сильное солнце, была сильная жара, и мы просто как блинчики жарились в сковородке целых 7 дней. Поэтому я решил сделать для этой лодки что-то вроде рамы, которая из этих солнечных панелей сформирует крышу. Эта крыша будет защищать нас от палящего солнца и заодно качать халявную энергию. По поводу рамы я не стал сильно заморачиваться, набрал алюминиевых квадратных профилей и создал раму такую, какой она мне представляется. Как только я закончил с рамой, мне сразу захотелось все это как-нибудь испытать. Поэтому я сразу же вынес все это на улицу, благо в тот день светило солнце, и я решил просто сделать связку солнечная батарея, двигатель и посмотреть, что это вообще будет, какие токи удастся развить и как это вообще будет крутиться. Я подключил двигатель сразу к солнечной батарее, запустил его, и он весело так закрутился. Но крутиться в воздухе и крутиться в воде – это очень большая разница. Вращаясь в воздухе, двигатель загрузился всего лишь на 2,5 ампера, когда его полная нагрузка 60 ампер.
Поэтому нужно было двигатель поместить в какую-то воду. Должен сказать, что в тот момент мне очень не терпелось посмотреть, как будет работать двигатель в воде, чисто от солнечных батарей. Поэтому я сделал какую-то коробку, залил ее водой и поместил туда двигатель. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Воду из этой коробки выкинуло так быстро, что я даже не успел замерить ток. Поэтому я снова подлил воды, чтобы двигатель оказался максимально загруженным. В итоге ток получился 13 ампер, что соответствует второй скорости, если ехать на аккумуляторе. Чисто для интереса я решил еще померить напряжение. Напряжение на двигателе оказалось в районе 11 вольт, что соответствует 140 ваттам мощности. Честно говоря, друзья, я даже не представлял, что связка солнечных батарей с этим двигателем способна дать такую мощность. Воду просто выкинуло из этого ящика и забрызгало все вокруг, в том числе и меня, и солнечные батареи. Ну что хочу сказать, друзья, я был очень доволен этим результатом, что система даже превзошла все мои ожидания. И впереди оставалось главное испытание. Это испытание путешествием. Для этого я взял все необходимое и поехал в Башкирию, где 6 дней сплавлялся по реке Белая. За эти 6 дней я прошел почти 80 километров от Каги до Старосубхангулова. И именно такое путешествие в 80 километров и может дать полное понимание, как работает вся система, чего хватает, чего не хватает. Давайте подробнее сейчас об этом всем расскажу. Ну и начну, наверное, давайте с самого интересного, что есть халявная энергия. В общем, если у вас солнечный день, нормально светит солнце, можно вообще не пользоваться аккумулятором. Можно его просто даже с собой не брать. Двигатель идет так, как будто с аккумулятором на второй, третьей передаче. И это будет уже быстрее, чем вы пойдете на веслах. Иными словами, если вы хотите покататься на озере вообще без аккумулятора, то днем вы спокойненько можете это сделать на халявной энергии. Но все проблемы начинаются, когда заходят тучки и скрывается прямое солнце. Двигатель там, конечно, как-то крутится, но мощности для толкового движения уже недостаточно. Но, что самое в этом интересное, этой мощности все равно достаточно, чтобы заряжать аккумулятор. И за эти 6 дней я сумел прекрасно все это прочувствовать. Как это выглядело? Солнце заходит на закате, и солнечные батареи уже не дают большого тока. Поэтому в основном вечером мы шли на аккумуляторе. Разумеется, через некоторое время аккумулятор садится, и приходится приставать к берегу и делать ночевку. Но вот что во всем этом деле интересное. Когда утром просыпаешься, пока делаешь завтрак, сворачиваешь лагерь, все это время аккумулятор заряжается. Мало того, я был удивлен, но даже в мутную дождливую погоду, когда солнца не видно вообще, есть просто какой-то свет, аккумулятор все равно за утро успевал зарядиться. И хочу сказать, это весьма интересная мысль. Далее вы, наверное, меня спросите: Леха, что там со скоростью? Чтобы адекватно понять, какая скорость, ее нужно посмотреть в сравнении. И вот первый вариант. Здесь я гребу на веслах. Второй заплыв чисто на солнечной батарее. То есть солнечная батарея подключена напрямую к двигателю. Как можно увидеть, это уже быстрее, чем на веслах. Ну и третий вариант, конечно, самый быстрый. Это когда двигатель работает чисто на аккумуляторе. В моем случае двигатель загружается на 40 ампер и потребляемая мощность получается 550 ватт. Подведу итог. Иными словами, если вы не живете на крайнем севере и у вас довольно-таки солнечный край, вся эта идея с солнечными батареями просто прекрасная тема. Работает отлично. Можно даже идти на дальняк.
Подытоживая тему с электрическим двигателем, хочу сказать, что электрические двигатели очень надежные, высокоресурсные агрегаты. Поэтому я считаю, что электрический двигатель надежнее двигателя внутреннего сгорания, его не надо как-то там заводить, в нем вообще мало деталей. В общем, друзья, я искренне доволен вообще этой покупки. И хочу сказать, что если вы не собираетесь выходить куда-то в океан, в море, плавать по каким-то огромным там волнам, электрический движок – это классная штука. Вот моя лодка резиновая 2,7 метра, то есть больше, чем 2,5 метра. Это считается большая резиновая лодка. Так вот, двигатель 65 ЛБС таскает ее только так. Я зачастую даже не использую его на полную мощность, потому что начинает шуметь вода, начинают шуметь волны, лететь оттуда брызги. Хожу в основном на 3-4 передаче, хватает вод за глаза. Поэтому, мужики, не бойтесь, берите электрический двигун. Я уверен, вы будете довольны. Ну вот, друзья, собственно, я и рассказал вам про свой маленький летний проект. Кстати, если кто-то из вас захочет взять себе именно такой двигатель и именно такие солнечные панели, я в описании оставлю ссылки на AliExpress, ну, там, где я сам это все покупал, то есть проверенных продавцов. Ну а сейчас я благодарю своих спонсоров, которые поддерживают мой канал материально, жду от вас интересных идей и интересных комментариев, и желаю вам всем хороших путешествий.